Всем привет! Сегодня я покажу, как сшить чехол на стульчик для кормления. Я буду шить на стульчик Чика Мама. Выкройку я нарисовала сама, я просто положила чехол на бумагу и перерисовала. Я постараюсь выкройку разделить и добавить в описании под видео. Получилась у меня вот такая основная деталь и еще деталь для задней части. Буду шить из ткани DAK, называется. Это турецкая ткань. Такая ткань хороша тем, что она отталкивает от себя влагу. Ну, допустим, вот я налила, вот видите? Вот. Конечно, если потереть, то она немного впитывает, но так вообще идеальный вариант для стульчиков. Но вы также можете использовать любую ткань, можно использовать плащевку, можно использовать хлопок, трикотажная ткань, например, плюш. Тоже хорошо будет для стульчика. Либо можно сделать из хлопка, либо с плащевки и дополнительно сделать вкладыш, допустим, из плюша, пока ребенок маленький. Когда уже подрастет и начнет сам кушать, то вкладыш снять. Также я буду использовать синтепон как подкладку. Буду использовать 300 синтепон. И буду использовать его в 2 слоя, чтобы стульчик был помягче. И вообще в процессе эксплуатации синтепон потом немного станет тоньше. Поэтому лучше взять максимально толстый синтепон. Для начала мы из нашей ткани выкраиваем детали стульчика. Будем выкраивать с учетом припусков. По всему периметру надо будет добавить по сантиметру припусков. Вот так вот должно получиться. Складываем ткань лицом к лицу, накладываем выкройку и обводим с припуском в сантиметр по всему краю. И вырезаем так. Получается у нас 2 детали. И такие же 2 детали вырезаем из синтепона 300. Еще после того, как мы вырезали, и прежде чем вырезать из синтепона детали, нужно нарисовать наши прорези для будущих ремней безопасности. И также еще вырезаем 2 детали, вот такие, для заднего клапана. Можно без синтепона. И чтобы было проще вырезать, я сначала раскладываю синтепон, а потом наверх накладываю деталь из ткани, скалываю булавками, и по краешку мы прострочим, чтобы закрепить детали. То же самое и со второй деталью. Лицом вверх мы накладываем на синтепон, прикалываем и соединяем по краю. Еще, если вы будете простегивать, тогда, прежде чем соединять с синтепоном, лучше разлинеять так, как вам удобно. Я вот сделала вот так вот. Здесь сделала такой квадрат. И вот здесь так закруглила. Можно абсолютно произвольно. Можно до конца сделать, как вам удобно. И потом уже тогда соединяете с синтепоном. Простегивать мы будем уже в конце, когда соединим все наши детали. Вот мы скололи булавками по всему периметру. И теперь прострачиваем по краешку буквально пару миллиметров по всему периметру. И только потом уже срезаем синтепон. Так проще. Одну и вторую часть. Так как я прострачиваю синтепоном, я натяжение уменьшаю до единички. И ширину стежка, длину стежка ставлю на 4. Если плохо берет синтепон,
помогайте немного рукой. Не натягивать сильно, а слегка помогать. Туда проталкивайте чуть-чуть рукой. И таким образом по всему периметру две наши детали. Вот такие вот у нас получились детали. Можно пока их отложить в сторону. И займемся клапаном. Клапан я сделала такой на свое усмотрение. Обычно в задней части стульчика есть вот такая вот прорезь круглая. Вы также можете ее сделать, окантовать, вырезать, окантовать косой бейкой вот эти вот срезы. И, в принципе, клапан будет готов. Мне через ткань, в принципе, нормально опускать стульчик. Поэтому я не вырезала эту прорезь. Вы можете, как я уже сказала, вот так вот положить лицом вверх и окантовать этот вот срез косой бейкой. Либо, как я, сложить лицом к лицу. Вот таким вот образом. Сколоть здесь булавками. И прострачиваем где-то на полсантиметра. Можно на ширину лапки. Мы когда прострочим, вывернем на лицевую сторону и еще одну строчку проложим декоративно. Также еще хотела сказать, что клапан вы можете сделать этот поменьше. Например, вот такую наполовину обрезать. То есть эту часть вы делаете на свое усмотрение. На закругленных частях мы делаем надсечки. Так вот выворачиваем. Этот шов мы аккуратно расправляем и проглаживаем утюгом. И когда мы прогладили, обрезаем тут лишние хвостики по краям и прострачиваем, тоже можно на ширину лапки, либо на сантиметр, как вам удобно, вот здесь вот по кругу. Вот так вот у нас получилось. Эту детальку тоже пока что можно отложить. Теперь берем наши детали стульчика и вот в этих вот уголках мы должны их сострочить. Складываем вот таким вот образом, скалываем булавками и прострачиваем где-то на ширину лапки, либо на сантиметр, так как мы оставляли сантиметр припуска. То же самое с противоположной стороны. И то же самое на второй нашей детали. И прострачиваем на сантиметр. И вот так вот у нас получается.
Вот эти вот припуски мы подрезаем, чтобы они не давали нам сильного утолщения. Теперь к одной из частей мы пристрачиваем клапан наш, чтобы было потом легче пришивать. Накладываем на лицевую сторону, прикалываем булавками и пристрачиваем сюда по всему периметру. Вот такой вот у нас получился клапан. И теперь есть два варианта соединения итогового нашего чехла. Можно лицом наружу соединить детали вот таким вот образом, сколоть по периметру и обработать все косой бейкой. Вот типа вот такой вот окантовочной ленты по всему периметру. Либо, как я сейчас буду делать, мы лицом к лицу соединяем наши детали вот таким вот образом, такой бутербродик. Здесь обязательно совмещаем наши швы и оставляем место внизу, вот практически всю вот эту вот часть, чтобы мы могли вывернуть, потом прострочить, зашить потайным стежком, либо в край на швейной машинке застрочить. Вот. Поэтому скалываем все по всему периметру и прострачиваем на сантиметр. Вот так вот скалываем булавками и прострачиваем по всему периметру на сантиметр. Вот так вот у нас получилось. Вы можете сделать насечки по закругленным сторонам. Я этого не буду делать. У меня ткань так достаточно сильно махрится. Я, если близко обрежу, то боюсь, что может распуститься стульчик. Единственное, я обрежу здесь внизу уголки. Вот здесь я вот так вот застрочила, чуть-чуть пару сантиметров тут. И теперь выворачиваем на лицевую сторону аккуратно. Вот так вот получилось. Это отверстие можно зашить сейчас, можно зашить попозже, когда мы простегаем. Здесь вот. Теперь нам нужно простегать наш чехол. Вы можете, в принципе, не простегивать, можно, например, только одну где-то линию, но мне кажется, так будет удобнее, чтобы слои между собой не ездили. Чтобы ровненько простегать, мы все расправляем, все выпрямляем аккуратненько. И вот здесь, где наши линии, где вы отмечали, мы аккуратненько закалываем очень часто булавками. Я заколю и покажу вам. Я все-таки решила сначала зашить это отверстие. Вот так вот я закалываю булавками с одной стороны и со второй. И буду зашивать потайным стежком.
Вот я зашила отверстие потайным стежком. И теперь вот так вот, вот у меня линия моя расчерченная. И я вот так частенько заколола булавками, чтобы было легче прострачивать. Сначала я прострочу короткие линии, буду по очереди закалывать, чтобы нечаянно не уколоться булавками. Потом я аккуратненько разровняю, заколю аккуратно вот эту вот линию. И потом уже буду по чуть-чуть прострачивать вот эти. Сначала до сюда, а потом уже большую линию. Вот эту. Старайтесь, чтобы ткань лежала ровно, чтобы ничего не перекосило. Помогаем машинке, проталкиваем ткань, но со средней силой. Вот так вот получилось. Убираем булавки и закалываем дальше. Точно так же все прострачиваем. Аккуратно, не спеша, помогая машинке нашей шить. Вот я простегала везде. Также я уже сделала прорези для ремней безопасности. В этом видео я не буду показывать, как их делать. Я, чтобы вам было понятнее, сделала отдельное видео маленькое. И там объяснила, как делать прорези на машинке швейной. В выкройке прорези я рисовать не буду, так как для каждого стульчика они находятся в разных местах. Вы уже, когда распечатаете выкройку, вы уже приложите потом эту выкройку к стульчику и отметите, где ремни безопасности. Поэтому прорези нарисуете сами в местах, где вам удобно. Вот так вот выглядит чехол на стульчике. Сзади у нас не видно ручки, но оно легко через ткань опускается. Вы, как я уже сказала, можете сделать отдельно прорези. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!